Меня зовут Элен Гианулату, я из Греции. Приехала в Россию более 30 лет назад. Да, я училась здесь на медицинский университет имени Пирогова. Конечно, не могу сказать, что была любовь с первого глаза или взгляда. Но все равно что-то было в этой стране, которое меня не отпускало. То есть я понимала сразу, что я сюда оказалась не случайно. Но почему я осталась, я поняла намного позже, спустя много лет. И спустя многих историй разных, которые произошли, да. В 90-е годы были жесткие. Но я сейчас, тогда было тяжело. Но сейчас, взглянуть назад, я очень рада, что я оказалась в этот период здесь. Я очень рада, что когда кто-то говорит, вот в 90-х было вот это, я очень рада, что я там была и видела своими глазами. Тогда не было customer experience и customer service. Такого вообще не было. То есть я привыкла, опять же, из Греции, что они здравствуйте, что вы будете сегодня? В любой, в кафе, в ресторан. А тут, что надо, то есть вот такой было. Я понял, что надо с осторожностью. Или там... И тогда не была такая любовь к иностранцам. Но очень быстро, я могу сказать, поняла, что за эти занавески стоит очень чистая, какой-то бриллиант. Прямо душа у русского человека очень чистая. Нету вот этой наигрыванности. То есть русский человек, он не может, он будет сканировать тебя. Он будет сканировать и понимать, если у тебя есть какой-то кусок обмана, и тут он не сможет с тобой общаться. То есть он будет, он покажет тебе, что со мной не надо играть, давай по-честному все. И вот это я уважаю. Еще с 3-го курса я поняла, что все-таки медицина это не для меня. Я поняла, что эта среда немножко не моя тема. Я начала работать в разные греческие компании по бизнесу. То есть сначала я была как переводчик, потом очень специализировалась на продажах. И тут я нашла себя. То есть продажи это точно было мое. И есть мое. Я очень люблю продажи, потому что я очень люблю коммуникации с людьми, очень люблю вот этот процесс, когда ты создаешь какую-то ценность и ее превращаешь потом в доход. Очень. Этот процесс это был магия для меня. Когда у меня открылся этот мир бизнеса, я очень люблю готовить, это мой хобби. Моя любовь, можно сказать. Это мое любимое занятие. То есть другие, например, чтобы отдыхать, могут там лежать, а я, чтобы отдохнуть, мне нужно готовить. То есть это моя, не знаю, страсть. И поэтому всегда я где-то хотела это сделать. И в какой-то момент, в 2016 году, я думаю, все, я почувствовала, что сейчас время. Ну что, мы готовы на вечернюю посадку? Да. Ладно. Вечером у нас сегодня, я думаю, будет очень много гостей, будет очень весело. Ресторанный бизнес все говорят, что это очень сложный, что вот ни в коем случае не занимайтесь и так далее. Я слушала это и думала, что да, они так говорят. И потом я поняла, о чем они говорили, честно. Я уже поняла, о чем. Но я поняла еще то, что как в медицине нужно любить этого. И тогда ты, конечно, у тебя и получится, и ты будешь счастлив. То есть люди, есть врачи,
Мои однокурсники, которые живут в больницах и в поликлиниках, и это их любовь, они просто идут радостно. А есть рестораторы, которые так делают. То есть я прихожу сюда вообще с большим удовольствием. Здесь по крайней мере, я чувствую больше свободы. В плане, что в Греции есть очень много законов. Есть такие очень некомфортные схемы налоговые, например. То есть молодому предпринимателю или малый бизнес, он очень там страдает, можно сказать. Потому что, допустим, здесь не секрет, что есть упрощенная система налогообложения, которая дает возможность человеку расти потихонечку, а потом переходит уже на более серьезные схемы. Вот эта упрощенная система в Европе, она практически отсутствует. Там сразу жесткие условия. Поэтому и здесь много стартапов, поэтому есть столько успешных кейсов. И молодые люди, которые делают и быстро развиваются. Очень хорошо на Рождество идет этот каштан, запеченный каштан. Потрясающе, это бомба. Не могу сказать, что я что прямо типичный бизнес-вумен. Это не это, потому что это, можно сказать, даже второй приоритет. Но после детей это, можно сказать, третий приоритет. Второй приоритет, конечно, это у меня эзотерика. Вот здесь, в России же, и поэтому я еще люблю Россию, потому что Россия, то есть русские люди, они очень духовные. Они реально ищут себя, ищут свое предназначение, ищут их связь с Богом. Кто-то находит это в христианстве, в православии, например, который у нас общий с Грецией. Это тоже очень важный фактор, как ни крутись. Но и дальше, они идут дальше, и поэтому здесь есть очень много, очень богата эзотерическая жизнь. То есть все школы, которые есть вообще и в Европе, здесь они очень развиты. И греки и русские очень похожи в этом плане. В плане духовности они практически на одной вибрации. Хотя с первого взгляда это не так. Внешне ты думаешь, вот грек такой солнце, все время улыбается и так далее. А русский, он посмотрит так сначала, будет очень осторожно, будет смотреть, есть какие-то, скажем так, риски или какая-то опасность. Как только он понимает, что ты свой человек, что ты не представляешь себя кого-то, то они открываются так, что и все, и мы братья, мы реально. Я считаю, что Греция и Россия – это греки и русские люди, они братья на веки веков. Я думаю, тем дальше идет время, тем больше Россия выигрывает во всех отношениях. Я очень люблю Россию, это всем уже известно, и очень рада, что я здесь живу, и что здесь растут и мои дети. Я очень рада, что они ходят именно в русскую школу. Я очень рада в этом. Мои две дочки, Зои и Антония, они родились в Москве. Будем готовить новогодние греческие печенья. Нужно масло обязательно, нужны специи, корица и гвоздика. Апельсиновый сок. Еще. Тесто практически готово. Сначала здесь было мне тяжело, если честно, потому что не было сладости. И я покупала сгущенку. Ела столько, что я потом аллергия у меня была на руках везде. Самое любимое мое русское блюдо – это борщ. Как бы это ни звучало банально, наезженно, не знаю как-то, это очень вкусный суп. Мне не нравятся, например, такие как холодец, как сало. Мне нравятся супы как щи, как солянка.
Я эти вкусы не могу понять. А кружка тоже я не понимаю. То есть холодный суп, несмотря на... В Греции, например, у нас нету понятия холодный суп. Греческий салат в Греции, оно не называется греческое. Или как здесь русский салат. У нас оливье называется русский салат. Вот. Также здесь греческий салат в Греции называется хорьятики, то есть деревенское. Так. И теперь... Анисас в сиропе. Когда я говорила, я в России, и они смеялись и говорили, что ты там коммунизм какой-то, там это, ты не боишься, вот вообще там мафия убивают. Я говорила, но я не чувствую какую-то мафию там, εντάξει, я понимаю, что это не это. Сейчас могу сказать, что здесь стало намного безопаснее, чем любой город в Европе, это однозначно могу сказать. И вот этот порядок, чистота, который есть в стране, феноменальный, это тоже ты не встретишь, ты редко встречаешь в европейской столице. И вот эту красоту, которая каждый год становится красивее, красивее, и строится и так далее. И после 2000 они начали понимать, что что-то тут более серьезно происходит. Они уже начали говорить, ага, в России, да? Мы живем в Красногорске, и здесь... Очень красиво, благоустроено. Открылись красивые кафешки, есть спортивные какие-то сооружения для детей. Здесь делаются концерты летом. То есть здесь жизнь, она прямо кипит. Скоро мы ждем каток. И все это совершенно бесплатно. То есть видно, что это сделано с душой для жителей города. Я чувствую вот эту любовь русским тоже к грекам. То есть они, и не важно, что происходит на уровне политики, но тем не менее, даже в те времена недавние, которые наши, на уровне государства, наши были какие-то разногласия, то русский народ никогда не был, даже не дал нам даже намека на то, что что-то с нами не то или что. Они как ходили к нам, так и ходят, так они говорили, что мы знаем, что это политика, и мы любим греков, и мы будем любить их. То есть, и вот это тоже я очень уважаю. Вот этот момент был для меня очень трогательный. На Западе очень выгодно, чтобы люди и народ, именно на уровне народа, не любили Россию. Конечно, есть те, которые думают, что до сих пор здесь мафия ходит и убивает, и стреляет, и есть коммунизм. И они, конечно, верят в том, что новости, и еще в таком тоне, как они говорят. Если постоянно одно и то же говоришь, что вот русские плохие, конечно, тоже будут думать, что русские плохие. Каждый, который приезжает, который рискует приезжать сюда, он просто смотрит на все это и говорит, это я никогда в жизни не поверил бы, что тут такая жизнь. Какой область не возьми. В нашей области, в ресторанном бизнесе, те рестораны, которые здесь, я не знаю, даже в Лондоне скоро будут обогнать Лондон, который является как бы самый такой знатоки и так далее. Как, кстати, многие говорят, что только Москва, и потом выходишь из Москвы, и все. Я вижу, что это не так. Я вижу, что ты выходишь из Москвы, и там реально также достойные и музеи, и достойные театры, и достойные культурные вот эти спектакли и так далее. Поэтому, конечно, все, которые приезжают, не только из... У меня друзья из Латинской Америки, которые приезжают, и отовсюду, со всего мира. Недавно у нас был один наш знакомый из Мексики, который он приехал и влюбился. Он приехал там на 2 месяца, остался уже 3 года. То есть это... То есть все влюбляются просто в Россию, влюбляются в эту красоту, в эту культуру. Если возвращаться на эту пропаганду, она есть. Она последние несколько лет усилилась. И то, что хорошо, это
среди моих знакомых и друзей в Греции, но можно сказать, это один человек, который верит, 9, которые говорят, не говори, мы все понимаем. Мы все понимаем. То есть люди тоже не дураки. Первый, за что я люблю Россию, это однозначно, и не может быть второй или третий, это люди. И я буду говорить это всегда. Это люди, это моя слабость, это моя любовь к русским людям. Второе, что я люблю, почему я люблю, это за эту культуру, за уровень культуры, который есть в этой стране. Очень она высокая, и она высокая уже долгие года. Это не то, что сейчас появилось в прошлом году, или потому что это тренд. Это потому что в русском человеке идет вот эта кровь, культура, что у всех есть музыкальное образование, все знают всех классиков своих, читали его, их. То есть вот это уровень культуры меня очень привлекает здесь. Третий, мне нравится красота, которая есть в России. Четвертый, мне нравится очень структура, как построена здесь бизнес, и вся эта закономерность, вот это законодательство, которое есть, которое позволяет тому, кто это хочет, развиваться. То есть условия, которые есть, вопреки тому, что опять пропагандируют на Западе, что куда ты идешь, там риски, там тебе постреляют. И, конечно, пятый, это, конечно, вот эта духовность. То есть я бы не могла, например, жить в Америке. Вот я бы не могла, сколько бы я там не зарабатывала, там, или какие бы ни были привилегии, там нету этой духовности, которая есть здесь. Россия, я люблю тебя.